не, в моей как бы формуле и предполагалось, что подушный налог это платят только те, кто не получает ничего, так сказать, из бюджета. Вот, люди, которые получают что-то, они в выборах не участвуют, и, соответственно, налога этого платить не должны, потому что это как бы уже двойная как бы бухгалтерия, вот, ну, в переносном смысле этого слова, да, вот, то есть те, кто получают деньги из вот этого бюджета, который формируется этим налогом, вот, они сами налога, конечно же, не платят, но и не участвуют ни в каких выборах. То есть в моей схеме это так. Поэтому в данном случае как бы эти вещи совмещены. Вот. Но поскольку мы живем опять-таки в цифровом этом обществе, то сейчас это все довольно легко учитывать, да, и легко очень контролировать, ну, условно говоря, платишь, не платишь, да. То есть, ну, во-первых, тут как бы хорошо то, что мы уходим полностью от претензий государства на всю сумму вашего дохода, которая есть при любой другой форме обложения. То есть мы платим не долю от дохода, мы платим фиксированную сумму, и все одинаковые. Это очень важно. Это самый важный момент. Все одинаковые, вот, и фиксированную, которая фиксируется по результатам выборов. Вот. И эта сумма разная каждый год. Вот это мы платим, потому что если мы платим какую-то 10% от дохода, возникает сразу у государства претензия на весь доход. Вот. А ты, сволочь, вообще там, а мы не верим, что ты 10% как-то вот это вот, да, а давай-ка мы проверим, что там у тебя, вот что-то там, и так далее. Вот это вот все, почему эти налоги существуют у нас в виде доль, все, да, то есть почему они все существуют там в виде процента от того, процента от всего, там, и так далее, и так далее. Именно для того, чтобы иметь претензию на контроль, на проверку, вообще говоря. Да. Вот, то есть это создает, кормит эту огромную армию, значит, проверяющих, которые, то есть практически постоянные репрессии против бизнеса, против предпринимателей и против граждан. И системная цель этого всего, системная цель не допустить или возможно, как можно, так сказать, больше сократить ваш экономический рост, ваш доход, потому что в таком случае, ну, богатые люди в массовом, так сказать, порядке, они опасны для системы, да, как мы говорили, потому что у них появляется свободное время, вот, у них появляется время подумать, у них появляются ресурсы вам сопротивляться, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть задача всегда состоит системно, опять-таки, делать вас как можно больше бедными. Для этого применяются разные средства, ну, в том числе и вот претензия государства на весь ваш доход в том или ином виде, то ли в рамках операции, то ли в рамках вашего общего дохода, то ли в рамках каких-то ваших там заощаджений там, или еще чего-то там. Вот. А появляется он по той простой причине, что налоги платят в виде долей. Так вот, никаких долей тут нет. Да, то есть все платят одну и ту же сумму, вот, которая является результатом выборов каждый год. То есть каждый год этот бюджет они формируют, и для наполнения этого бюджета существует налог. Вот. То есть им хочется бюджет там 100 триллионов долларов, да, они делят его на всех жителей, значит, ну, на всех предполагаемых налогоплательщиков, даже на всех реальных, которых, в принципе, они знают. Вот, там получается там огромная какая-то сумма. Понятно, никто за это не голосует, никто ничего не получает. Да, но другая партия говорит, нам столько не надо, нам надо там всего-то там 100 миллионов. И это обойдется вам 5000 гривен там, в год. Вот. Поэтому голосуют за нее, и как бы вот этот вот налог в результате и есть, так сказать, то, что вы платите на конкретный этот бюджет, на конкретные проекты в рамках этого бюджета, которые реализуются вот этой вот конкретной командой. В следующем году, может быть, это будет опять та же самая команда, если она предложит хорошее решение, либо какая-то другая, и другая будет опять-таки сумма. Другая, опять-таки, будет сумма, но эта сумма, она одна для всех налогоплательщиков. Но это еще означает следующее, что те, кто не заплатил эту сумму, вот, не получают просто-напросто доступ к вот этим вот самым государственным услугам. Вот. И вот сейчас, кстати, заметьте, вот очень интересном мире мы живем, да, оказалось. Они все кричат, налог это плата там за то.
Но люди, которые, допустим, не платят налоги, точно так же получают эти, значит, штучки, как и те, которые платят. Да, очень. А вот почему оно так интересно? Да? Ответ очень простой, потому что как бы не налоги для того, чтобы финансировать услуги, а услуги для того, чтобы под них собирать налоги. Поэтому уже там получай, не получай, их не интересует. Вот. Но а в такой системе как бы лошадь и телега поставлены в правильном положении, насколько это возможно. Вот. И то есть люди действительно платят за те проекты, которые будут реализовывать вот эти вот самые пацаны за вот эти самые деньги. Поэтому должна быть система, по которой те, кто не заплатил, они эти услуги получать не будут. Вот, то есть вот у тебя, ну представь самый простой вариант, то есть вот у вас там карточка есть какая-то, да, то есть там налогоплательщика, вот, и на нее вы скидываете там эти деньги, значит, которые потом, значит, это там государство забирает. Просто наличие этой карточки, вот он идет там, прикладывает ее там куда-то, да, или на машину, там, допустим, себе вешает с нее там какой-то штрих-код там или еще что-нибудь, да, и он, допустим, может ехать по государственной дороге. Вот. А любой другой, которого этой карточки нет, уже, значит, такого права, понятное дело, не имеет. Это, кстати, создает постоянный стимул для того, чтобы приватизировать, вообще говоря, все, что можно. Ну вот, потому что есть же спрос, люди же хотят ездить по дорогам, да, а там заплатил, не заплатил, то уже такое дело. И второе, создает, значит, давление для того, чтобы сделать такой проезд возможным по разовой оплате. То есть тебе не нужно платить весь налог, а там какая-то сумма только чтобы проехать по дороге. А допустим, ты уже не претендуешь там на какие-то государственные школы и так далее. То есть таким образом эта система размывается и превращается в систему государственных, ну, в смысле частных услуг, в обычную систему частных. То есть если мы платим за пользование тогда, когда мы хотим использовать, то уже не имеет значения, как это называется, государственное или частное. Это уже фактически как бы частная собственность де-факто. Вот. Осталось только ее действительно поставить в рамки частного управления, то есть вывести ее из-под вот этого вот как бы договора, или как мы его там будем считать, вот этой системы, которая собирает эти самые подушные налоги. Вот. И это уже будет себе нормальное частное предприятие. То есть вполне простая, логичная и понятная система, где никаких вот этих вот орг-юристов и прочего ничего не надо. Вот. Государство со своими проверяющими идет куда подальше. Вот. Законов никаких принимать оно уже не может. То есть парламент либо отсыхает постепенно сам за ненадобностью, либо его просто сразу надо ликвидировать, поскольку он не нужен. Но это просто зависит уже от политических раскладов. Вот, потому что он не нужен, потому что под любые законы нужны какие-то исполнители, значит, нужны какие-то деньги, а значит, что их надо заложить вот этот самый бюджетик. Это значит, что на шею налогоплательщика повесить еще какую-то денежку, да, то есть и это все ж будет известно. Вот, поэтому парламент сначала, конечно, ну, если мы представим ситуацию, где есть парламент в такой стране, вот, то он, конечно, будет продолжать по инерции пытаться штамповать эти законы свои, но вскоре увидит, что это все бесполезно. Вот, что законы либо не исполняются, либо просто игнорируются, и говорится, что под это нет денег, и мы никогда их не получим, потому что это какие-то совершенно фантастические хотелки. Вот. Опять-таки понятно, что становится всякого рода лоббистская деятельность, там попытки строить меркантилизм, но я предлагаю просто парламент сразу заистребить, потому что если у вас практически есть возможность ввести такую систему, то это значит, что у вас есть и возможность там ликвидировать парламент. Вот, потому что это очень радикальное решение, и оно вполне, так сказать, может, ну, если вы можете это сделать, то вы можете и парламент тоже ликвидировать. Вот, потому что и то, и другое это как бы в достаточной степени радикальность. Вот, чтобы он не мешался, не путался под ногами. Но даже если он существует, то он все равно отсохнет, потому что денежки-то вот они. Да, то есть денежки вот они. Это единственный, то есть тут важно понимать, что это должен быть единственный источник дохода вот этих всех пацанов. Вот, единственное, то есть никаких займов, никакой инфляции, вот, ничего этого больше быть не должно.
вот один налог, который платит каждый, так сказать, гражданин, который не получает деньги из бюджета. Это есть единственный способ наполнения, так сказать, вот этих вот самых государственных расходов.